Создатель. Впечатление от фильма у меня не обнадеживающее. Я прекратил просмотр в финале. Постоянно боролся с желанием не тратить свое время уже со второго акта. Это еще одно научно-фантастическое рассуждение об искусственном интеллекте и жестокости людей. Хорошая операторская работа, очень реалистичные визуальные эффекты. Вот только реквизит из стрелкового оружия смотрится странно, напоминая «Звездные войны» Джорджа Лукаса. Отсылкой будут и плоские головы андроидов-полицейских. В главной роли игрок в американский футбол и сын Дензела Вашингтона Джон Дэвид Вашингтон. Он обладатель премии «Сатурн» за лучшую мужскую роль за фильм «Довод» Кристофера Нолана. В этом фильме ему особо нечего играть, а когда он пытается это сделать, то это, на мой взгляд, совершенно бесчувственно. Не знаю, чья это вина, то ли постановщика, то ли его лично. Как постановщика могла удовлетворить такая игра, совершенно непонятно. Зрители воспринимают как генератор денежной массы и совершенно без уважения. Герой фильма чудесным образом избегает ранений и травм, а значит и лишает зрителя сострадания. Герою не сочувствуешь. Герой просто двигает сюжет своим участием с равнодушным лицом. В фильме, к сожалению, меняется только один персонаж Дэвида Вашингтона, и его изменения нам формально обозначают, но его внутренний мир остается пустым, а значит и в изменения его самого поверить не представляется возможным. Кен Ватанабе украшает эту картину, но от его образа отважного философа-самурая не остается и следа, и смотреть на его лицо с дырявым металлическим затылком утомляет. Девочка-робот в исполнении Мэдалин Юны Войлс производит такое же впечатление, и это, по моему мнению, нельзя назвать игрой актера, эмоций не вызывает. Вообще, фильму очень трудно даются инструменты, чтобы расположить зрителя к определенному настроению. Впечатление, что создатель не умеет ими пользоваться, не понимает, для чего нужна драматургическая основа. Режиссер создавал фильм о роботах для роботов. Подумать только, столько усилий и напрасно. Ведь роботы пока не научились смотреть кино и получать эстетическое удовольствие. Видимо, когда это время придет, фильм получит вторую жизнь у синтетического зрителя. Или, возможно, кто-то культивирует сознание общества таким образом, чтобы лишить его чувств совсем, оставив только физиологические потребности. Фильм кажется мне малосодержательным, наполненный условностями. За красивой графикой почти ничего нет, рафинированная пустота. Но вы сделайте вывод самостоятельно и напишите в комментариях, был ли я точен или ошибался. А мне совершенно не хочется обсуждать нелепости этой картины, потому что в ней мало содержания и примитивная графонистая форма подачи кажется бесполезной, от которой быстро устаешь. Как вы понимаете, именно по этой причине я не включил этот фильм в свою подборку интересных фантастических фильмов. Смотрите хорошее кино, возможно, в моем топе 20 интересных фантастических фильмов вы найдете для себя что-то интересное.